Обнаружив странный комок земли, хозяин собаки почувствовал, как в его голове закружилась путаница. Но чем дольше он вглядывался в находку, тем сильнее росло его изумление. Это было нечто большее, чем просто кусок грязи. Все произошло в одно мгновение. Как всегда, пес был впереди. Его черно-белая шерсть, словно вспышка молнии, мелькала среди зелени. Хозяин, Артем, шел за ним, погруженный в свои мысли, строя планы на день. Но вдруг пес остановился. Его нос задрожал, уши насторожились, будто он учуял что-то необычное. «Барс, ко мне!» — позвал Артем, но пес уже рванул вперед, пробираясь сквозь кусты к узкой тропинке, которая вела вдоль главной дороги. Артем, вздохнув, ускорил шаг и последовал за ним. Когда он нагнал барса, тот стоял неподвижно, уставившись на что-то на земле. Это был странный комок, наполовину скрытый в глинистой почве. На первый взгляд он казался просто куском засохшей грязи, ничем не примечательным. «Что ты там нашел, дружище?» – пробормотал Артем, приседая, чтобы рассмотреть находку. Он осторожно протянул руку и коснулся комка. Он был твердым, шершавым, с неровной поверхностью, словно небольшой камень. Но что-то в нем вызывало странное ощущение, будто он был не совсем мертвым. Барс ткнул носом в комок, издав тихий скулёж. Артем почувствовал, как в груди зашевелилось беспокойство. Он стер пальцами часть засохшей грязи, и под ней открылось нечто, что явно не было землей. «Что за черт?» – прошептал Артем. Поверхность под грязью не была твердой, как камень, или плотной, как глина. Она была мягче, податливее. Когда он слегка надавил, она подалась, словно это была кожа. Барс снова заскулил, на этот раз громче, словно подталкивая Артема к действию. Это было необычно. Барс обычно был спокоен, особенно на прогулках. Что-то в этом странном комке явно тревожило его. «Ладно, Барс, давай разберемся, что это такое», — сказал Артем. И в его голосе смешались любопытство и тревога. Он поднял комок, удивившись его весу. Он был тяжелее, чем казалось, будто внутри что-то скрывалось. С Барсом, который нервно крутился у ног, Артем направился обратно в деревню. В голове у него роились вопросы. Что они нашли? Было ли это каким-то существом, застрявшим в грязи, или чем-то совершенно иным? Когда они приблизились к центру деревни, Артем увидел знакомую вывеску «Больница для диких животных Брент Лодж». Это было скромное, но известное место, куда местные жители обращались за помощью для раненых животных. Клиника, которой управляла команда преданных своему делу людей, уже много лет служила окрестностям. Они сталкивались с самыми разными случаями, от раненых лис до брошенных домашних питомцев. Если кто и мог пролить свет на эту странную находку, так это они. Артем толкнул дверь клиники, и колокольчик над ней мягко зазвенел. За стойкой на ресепшене стояла Анна, женщина с мягким взглядом. Она подняла голову от бумаг, и ее улыбка сменилась легким беспокойством, когда она увидела озабоченное лицо Артема. «Артем, что привело тебя сюда? С Барсом все в порядке?» — спросила она, бросив взгляд на пса, который послушно сидел рядом, не сводя глаз с предмета в руках хозяина. «Дело не в Барсе», — ответил Артем, его голос звучал тихо, но в нем чувствовалось напряжение. Он поднял комок грязи, частично скрытый слоями засохшей земли. Мы нашли это во время прогулки. Я не могу понять, что это, но что-то здесь не так». Брови Анны сдвинулись, когда она внимательно рассмотрела объект. «Я позову доктора Григорьева», — быстро сказала она и исчезла в задней комнате. Через мгновение из-за двери появилась главный ветеринар клиники, доктор Ирина Григорьева, вытирая руки полотенцем. Высокая, с уверенной осанкой, она излучала спокойствие, которое мгновенно успокаивало как животных, так и их хозяев. Но, увидев объект в руках Артема, ее лицо омрачилось легкой тенью беспокойства. «Давайте посмотрим, что у нас здесь», — сказала она, жестом приглашая Артема положить комок на смотровой стол. Артем быстро выполнил просьбу, и доктор Григорьева сразу же приступила к осмотру. Ее руки, привыкшие к тонкой работе, начали аккуратно снимать слои засохшей земли. По мере того, как грязь осыпалась, скрытая форма становилась все более явной. Когда доктор Григорьева раскрыла больше, ее глаза слегка расширились. То, что казалось обычным комком грязи, оказалось чем-то совершенно иным, чем-то живым. «О Господи!» — почти прошептала она, поворачиваясь к Анне.
Принеси теплую ткань и изотонический раствор, быстро. Анна кивнула и бросилась в заднюю комнату, вернувшись через мгновение с необходимыми вещами. Доктор Григорьева опустила ткань в теплый раствор и начала осторожно очищать оставшуюся грязь. Из-под слоев земли показался крошечный ежик, свернувшийся в клубочек. Его иглы были скрыты под плотным слоем грязи, а тело едва дышало, дрожа от холода. «Это ежик», — произнесла доктор Григорьева, ее голос звучал одновременно с облегчением и тревогой. Бедняга, похоже, застрял в грязи, и она затвердела вокруг него. Чудо, что он еще держится. Артем посмотрел на маленькое существо, и сердце его жалось от жалости. «Мы можем ему помочь?» — спросил он, в голосе прозвучала тревога. Доктор Григорьева кивнула, уже переходя к действиям. «Сделаем все, что в наших силах. Анна, приготовь теплую ванну, но следи, чтобы вода была не слишком горячей. Нам нужно смыть грязь и согреть его». Пока Анна занималась подготовкой, доктор Григорьева продолжала осмотр, внимательно следя за дыханием и пульсом ежика. Существо было слабым, но еще держалось. Его грудь едва заметно поднималась и опускалась с каждым вдохом. Артем не мог оторвать взгляда. Маленький ежик, казалось, уже прошел через столько испытаний. Сможет ли он выжить? Ванна с теплой водой была готова, и доктор Григорьева осторожно опустила ежика в воду. Когда тепло окутало его, ежик издал слабый, едва слышный писк. Руки доктора были твердыми, но нежными, каждое движение точным и аккуратным. Она постепенно размягчала затвердевшую грязь, помогая ей отставать. По мере того, как грязь отваливалась, начинали проступать естественные узоры на иглах ежика, коричневые и белые полосы. Его маленькие лапки слегка дергались, когда тепло проникало в окоченевшее тело. Доктор Григорьева и Анна работали почти час, снимая каждую частичку грязи. Когда ежик наконец был очищен, его завернули в мягкое полотенце и осторожно высушили. Хотя он все еще был слаб, его дыхание стало ровнее, а дрожь почти прекратилась. «Нам нужно держать его в тепле и обеспечить жидкостью», — сказала доктор Григорьева, передавая ежика Анне. «Отнеси его в комнату восстановления и поставь под тепловую лампу. Я приготовлю раствор». Анна кивнула и с величайшей осторожностью отнесла ежика в заднюю комнату. Доктор Григорьева повернулась к Артему, который все это время наблюдал за процессом, не отрывая взгляда. «Спасибо, что принесли его вовремя», — сказала она серьезно. «Если бы он оставался там дольше, шансов бы не было. Он все еще слаб, но мы сделаем все возможное». Артем выдохнул, даже не осознавая, что задерживает дыхание. «Спасибо, доктор. Я даже не думал, что это может быть живое существо». «Вы поступили правильно», — ответила доктор Григорьева, положив руку на его плечо. «Теперь наша задача — довести его до конца». Барс, который все это время молча лежал рядом со столом, поднял голову и посмотрел на Артема своими большими, выразительными глазами. Артем присел, почесав пса за ухом. «Молодец, Барс», — прошептал он. «Сегодня ты настоящий герой». Когда Анна обустроила место для восстановления, доктор Григорьева приготовила небольшой шприц, наполненный специальной электролитной смесью, предназначенной для гидратации и питания ослабленных животных. Она осторожно ввела жидкость, надеясь, что организм ежика сможет усвоить необходимые вещества. Следующие несколько часов стали решающими. Клиника погрузилась в тишину, нарушаемую лишь мягким гулом тепловой лампы, согревающей ежика. Анна регулярно проверяла маленькое существо, следя за его комфортом и жизненными показателями. Доктор Григорьева оставалась рядом, готовая вмешаться в любой момент. Артем, хотя и чувствовал усталость, не мог заставить себя уйти. Он сидел в зале ожидания, его мысли были полны размышлений о маленькой жизни, которая сейчас висела на волоске. Барс лежал у его ног, и его спокойное присутствие напоминало, что они сделали все, что могли. Наступил рассвет. С первыми лучами солнца пришло чувство осторожного оптимизма. Ежик все еще был жив, его состояние стабилизировалось. И он даже сделал несколько глотков воды из мелкой миски, которую Анна поставила рядом с его лежанкой. Когда доктор Григорьева утром вошла в клинику, ее встретил вид ежика, слегка шевелящимся в своем временном гнезде. Это было небольшое движение,
но его хватило, чтобы наполнить ее надеждой. «Доброе утро, малыш», — тихо прошептала она, наклоняясь, чтобы оценить состояние животного. Глаза ежика были полузакрыты, он медленно моргал, привыкая к свету. Он все еще был слаб, но тот факт, что он проснулся и реагировал, был обнадеживающим знаком. В последующие дни состояние ежика постепенно улучшалось. Он начал есть небольшие порции мягкой пищи, пюре из фруктов и специальный корм для ежей, который предлагали ему сотрудники клиники. Прогресс был заметен каждый день. То активное подергивание уха, то любопытное обнюхивание окружения, то осторожное движение лапок. Персонал клиники, включая доктора Григорьеву и Анну, привязался к маленькому ежику. Они окружали его заботой, обеспечивая комфорт и достаточное питание. Интересно, что другие ежи в клинике тоже, казалось, проявляли интерес к своему выздоравливающему собрату, часто наблюдая за ним с любопытством. По мере того, как дни превращались в недели, индивидуальность ежика начала проявляться. Он был любопытным существом, часто исследующим углы своего вольера, изучая окружающую среду с новыми силами и энергией. Бывшее когда-то в бедственном положении, животное постепенно превратилось в активное и любознательное существо. Его настроение поднималось благодаря заботе, которой его окружали. Артем часто посещал клинику, чтобы узнать о прогрессе ежика. С каждым визитом он получал все более обнадеживающие новости. Ежик теперь хорошо ел, набирал вес и проявлял больше активности. Было очевидно, что самые трудные времена остались позади, и ежик был на пути к полному выздоровлению. Когда здоровье ежика стабилизировалось, в клинике начали обсуждать его будущее. Доктор Григорьева понимала, что конечной целью было возвращение ежика в дикую природу, его естественную среду обитания. Однако возникал вопрос, был ли ежик готов вернуться к своей природной жизни, или длительное лечение значительно изменило его. Однажды вечером Артем и доктор Григорьева обсуждали следующие шаги в ее кабинете. «Мы сделали все возможное, чтобы вернуть ему здоровье», задумчиво сказала доктор Григорьева. «Но мы должны подумать, готов ли он выживать самостоятельно. Он пережил многое и, возможно, потерял инстинкты, необходимые для жизни в дикой природе». Артем слушал, его мысли были смесью эмоций. Он сильно привязался к маленькому ежику, как и его пес Барс. Мысль о возвращении его в дикую природу вызывала как радость, так и грусть. «Каковы шансы на выживание там?» — спросил Артем, его голос выдавал беспокойство. «Трудно сказать», — честно ответила доктор Григорьева. «Ежи — выносливые существа, но у этого было трудное начало. Нам нужно внимательно наблюдать за ним, чтобы понять, как он адаптируется к более естественной среде. Если он покажет хорошие результаты, мы сможем отпустить его. Если нет, мы решим эту проблему, когда она возникнет». В последующие недели персонал клиники начал готовить ежика к возвращению в дикую природу. Они создали специальную открытую площадку, которая имитировала естественные условия – почву, растительность, укрытие. Цель была проста – постепенно вернуть ежика к его привычной жизни, но в контролируемой среде, чтобы он мог восстановить свои инстинкты. Ежик адаптировался к новой обстановке с удивительной легкостью. Он копался в земле, искал пищу и исследовал пространство с таким любопытством, что это радовало всех, кто за ним наблюдал. Казалось, его природные инстинкты просыпались, и это было хорошим знаком. Однако сомнения все же оставались. Ежик, привыкший к комфорту клиники, теплой лежанке, регулярной еде и заботе, словно понимал, что возвращение в дикую природу означало оставить все это позади. Настал день, когда ежика решили выпустить. Клиника была наполнена смесью волнения и легкой грусти. Артем и Барс пришли вместе с доктором Григорьевой, Анной и остальными сотрудниками, которые помогли спасти маленького зверька. Место для выпуска выбрали тихое, на окраине деревни, в лесу, где не было шумных дорог и людской суеты. Это было идеальное место для ежа, много пищи, укрытий и спокойствия. Когда они прибыли на место, доктор Григорьева осторожно поставила переносной вольер с ежиком на мягкую траву рядом с густыми кустами. Она открыла дверцу, давая ежику возможность самому решить, выйти ли ему на свободу или остаться в привычных границах. Наступила пауза. Ежик, казалось, колебался.
Его маленький нос подрагивал, улавливая запахи свежего воздуха. Он сделал осторожный шаг вперед, затем еще один, и, наконец, бросив последний взгляд на людей, которые подарили ему второй шанс, вышел в дикую природу. Все замерли, наблюдая, как ежик медленно исчезает в густой растительности. Его маленькая фигура сливалась с окружающим миром, и в этот момент их переполняло чувство выполненного долга. Они дали ему шанс на новую жизнь. Но вместе с радостью пришла и легкая грусть. Ежик стал частью их жизни, и расставание оказалось не таким простым, как они ожидали. Артем почувствовал, как волна грусти накрывает его, когда он смотрел, как ежик скрывается в кустах. Барс, чувствуя настроение хозяина, прижался к нему, словно предлагая поддержку. Это был трогательный момент, наполненный радостью за возвращение ежика домой и грустью от осознания, что они больше его не увидят. На обратном пути в деревню доктор Григорьева улыбнулась Артему. «Вы сделали нечто прекрасное, Артем. И вы, и Барс спасли жизнь этому маленькому существу». Артем молча кивнул, чувствуя, как на его губах появляется легкая улыбка. «Я просто рад, что мы нашли его вовремя. Надеюсь, он проживет долгую и счастливую жизнь». «Он обязательно проживет», — уверенно сказала доктор Григорьева. «Ежики — стойкие создания, и благодаря вам у него есть все шансы». Барс тихо заворчал, словно соглашаясь, заставив Артема рассмеяться. Он погладил пса по голове, и они вместе направились обратно в деревню, их сердца наполнены радостью от осознания, что они сделали что-то по-настоящему важное. Недели шли, жизнь возвращалась в привычное русло. Артем и Барс продолжали свои обычные прогулки, но в их сердцах оставалось легкое чувство пустоты. Маленький колючий друг, который навсегда оставил след в их жизни, теперь был далеко. Однажды вечером, когда Артем готовил ужин, уши Барса вдруг насторожились. Прежде чем Артем успел спросить, что происходит, пес бросился к задней двери, громко лая. «Барс, что случилось?» — крикнул Артем, бросаясь за ним. Барс царапал дверь, скуля от нетерпения. Озадаченный, Артем открыл дверь и замер. На пороге сидел ежик. Это был он, тот самый маленький зверек, которого они выходили и выпустили несколько недель назад. Теперь он вернулся, словно чтобы выразить благодарность или, возможно, в поисках того комфорта, который он узнал во время выздоровления. Артем присел, эмоции переполняли его. «Ты вернулся», – прошептал он, протягивая руку. Ежик понюхал его пальцы, а затем осторожно шагнул вперед, словно он просто вышел на прогулку. Вид ежика обрадовал Барса, он вилял хвостом, осторожно толкая маленькое существо. Ежик ответил тихим ворчанием, казалось, не возражая против собачьего энтузиазма. Артем улыбнулся, его сердце наполнилось теплом. Казалось, связь, которую они установили с ежиком, была сильнее, чем они предполагали. Существо нашло путь обратно к ним, решив остаться рядом с теми, кто его спас. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с близкими. Подписывайтесь на канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые интересные видео на нашем канале. Спасибо за ваше внимание.